Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый французский заварной крем на желтках – крем-муслин. Крем-муслин является одним из основных кремов вообще во всей кондитерской истории. С этим кремом готовятся такие торты, как Париж-Брест, Эстерхази, Фризье, то есть торты с мировым именем. И десерты также. Крем буквально тает во рту. Он имеет необыкновенную, сбалансированную консистенцию, подходит как для украшения, так и для наполнения тортов, пирожных и капкейков. Здесь у меня 200 мл молока комнатной температуры, 10 желтков, примерно 170 грамм весом. Я готовлю двойную порцию. Сразу говорю, что я готовлю большую порцию, мне нужно было на 2 тортика. Я все напишу в описании. Здесь 250 грамм сахара. Это перемешиваем до однородности. 70 грамм кукурузного крахмала. На картофельный я заменять не советую, картофельный будет чувствоваться, и мукой тоже не заменяйте. Здесь 600 мл молока, тоже комнатной температуры. Я вливаю всю желтковую смесь и очень хорошо перемешиваю. Я уже знаю из многолетнего опыта, не подогреваю заранее молоко, упрощаю очень сильно этот процесс и иду сразу все это уваривать на плиту. На умеренном среднем огне при непрерывном помешивании я довожу всю смесь до кипения и провариваю примерно полминуты. Во всех уголках кастрюли помешиваем непрерывно венчиком. Просто нужно выделить себе время на приготовление данной заварной основы. На весь процесс у нас уйдет не более 10 минут. Это очень быстрый крем, но очень-очень вкусный. Кастрюлю берем, конечно же, с толстым дном. Когда масса уже начинает закипать, крем будет более темным, он начнет густеть. Вы это почувствуете венчиком. И будет уходить излишняя пена. И начнутся первые пузыри. И из этого вы будете знать, что масса достигла уже примерно 82 градусов Цельсия. Желтки заварились. Пошли большие пузыри, как такие кратеры на Луне. Вы это увидите. И смесь уже готова. Полминуты еще проварили. И заварная основа наша готова. Сейчас я в массу добавляю экстракт ванили. Вы также можете добавить содержимое стручка ванили, либо же можете добавить ванильный сахар на данном этапе, потому что крем этот готовится с большим количеством ванили, чтобы он пах ванилью. И вот такая заварная основа у нас получается. Не взбиваем ее здесь. Проваренный крахмал взбивать не нужно. Просто перемешали все это венчиком. Сейчас я отправляю всю заварную основу в ту емкость, где она будет остывать до комнатной температуры, и обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт. Видите, кастрюля нигде не пригорела. То есть можно таким экспресс-методом уваривать сразу все вместе. Убираем и остужаем до комнатной температуры. Здесь прошло у меня несколько часов. Я нагрела масло до комнатной температуры. 400 грамм масла. Еще раз повторяю, здесь у меня двойная порция. Заварная основа остыла у меня до комнатной температуры. И вот смотрите, какой консистенции должно быть масло. Оно должно быть не менее 25 градусов Цельсия, чтобы весь крем идеально хорошо соединился. И заварная основа такой же температуры должна быть. Масло взбиваем не менее 5 минут. Если такое большое количество, оно должно у вас побелеть и стать пышным. Масло взбили, и теперь заварную основу вводим туда в несколько приемов. Но заварную основу, соединяя с маслом, мы уже долго не взбиваем. Мы, можно сказать, просто все это очень хорошо перемешиваем. Если вы будете это взбивать в планетарном миксере, масса будет более гладкой и не будет содержать в себе такое большое количество пузырей, когда мы взбиваем, допустим, ручным миксером. Обычно от ручного миксера и в бисквите, и в любом креме большее количество пузырей потом.
Просто прорабатываем миксером, ничего долго не взбиваем. Чем дольше взбивается проваренный крахмал, тем более жидкой становится смесь, и вы ничем ее потом не сможете восстановить. Вот такая масса получается, ей сразу же можно работать. Масса очень податливая и очень хорошо держит форму. Насадка здесь кондитерская у меня М1. Смотрите, сразу показываю, как превосходно можно отсадить шапочки у капкейков или украсить тортик. Крем этот, вот в этих пропорциях, которые я сейчас даю, очень хорошо соединяется, я имею в виду масло и заварная основа. Главное, соблюдайте температурный режим. И вас порадует и вкус, и его консистенция, и его стабильность этого крема. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.